Тома Петти в российских краях знают далеко не так хорошо, как в обширных заграницах. Во многом потому, что его попричем было то, что называют тоскливым термином «классик-рок». Его музыка – это прямой наследник The Byrds, The Beatles и Creedence Clearwater Revival. В России такое любят, и сильно. Однако в основном те, кто родились и росли в СССР, а Том Петти к нам пришел много позже. Хотя там он стал известен еще с песней American Girl в 1976 году. Томас Эрл Петти родился 20 октября 1950 года в американском провинциальном городке Гейнсвилл, расположенном в штате Флорида. Увлечение мальчика музыкой стало делом случая. Его дядя оказался участником съемочного процесса фильма «Следуй за мечтой». В картине был занят Элвис Пресли. Маленького Тома привели посмотреть на знаменитость, и увидев кумира миллионов, он навсегда загорелся идеей рок-н-ролла. В тот период времени Америка буквально жила этим музыкальным направлением, поэтому интерес парня оказался логичным. Поначалу музыка была просто хобби, и Том не мечтал о покорении высот в этом направлении. Ситуацию изменило шоу Эда Салливана. Приглашенными гостями передачи стали Beatles. Том был под сильным впечатлением после просмотра выпуска. Его мировосприятие поменялось. Подросток начал учиться игре на гитаре. И первые уроки он брал не у кого-нибудь, а у самого Дона Фелдера, впоследствии ставшего участником легендарного коллектива The Eagles. Очевидным решением для Тома стал переезд из провинции в большой город. Лос-Анджелес казался ему самым подходящим местом для развития и самореализации. Казалось, что именно там начинается что-то большое и невероятное. В первой половине 70-х Том оттачивал свое мастерство в группе Мат Крач, игравшей южный рок. В нем же он познакомился с Майклом Кэмпбеллом и Бенмонтом Тенчем. После распада Мат Крач наш герой организовал проект Tom Petty and the Heartbreakers, и ему даже удалось найти финансы на запись первого альбома. Дебютная пластинка состояла из простых, но понятных публике композиций. Они несколько отличались от тех песен, что массово создавались в рок-индустрии новой волны. Поэтому быстрый рост популярности команды Петти стал сюрпризом. На рубеже 70-80-х годов Том Петти и его Heartbreakers казались аномальным существом, живым и бодрым анахронизмом. Вот представьте, повсюду новая волна, хэви-метал, панки и электропляски. А молодая, казалось бы, группа Heartbreakers делает вид, что будто с календаря 10 лет листки не срывала. И уже вторая пластинка группы была принята аудиторией восторженно. Она длительное время занимала верхние строчки хит-парадов США и Великобритании. Тираж третьего альбома коллектива, выпущенного в 1979 году, составил 2 миллиона копий, что было абсолютным успехом. Исполнительскую манеру певца Тома Петти часто сравнивали с подходом Боба Дилана и Нила Янга. Подобные высказывания появились неспроста, ведь в 80-х Heartbreakers были аккомпаниаторами Боба Дилана, и этот факт не мог не сказаться на творчестве Петти. В его композициях стали появляться детали и элементы, отсутствовавшие ранее, и впоследствии совместно с Диланом были записаны и несколько музыкальных композиций.
Успех поддержал следующий альбом, увидевший свет в 1981-м. На нем Том впервые спел дуэтом со Стиви Никс. В последующие годы этот творческий союз не раз порадует фанатов хитами. Тиражи пластинок росли, а билеты на концерты продавались все активнее, что отнюдь не значило, что Петти превратился в очередного благообразного рок-буржуа. Напротив, когда в 1981 году звукозаписывающая компания MCA решила сделать новый альбом Тома и его группы первой ласточкой своей новой ценовой политики, продавать альбом за $9.98, что на доллар больше, чем обычная цена альбома в США на то время, Петти был возмущен и отказался выпускать альбом, если лейбл не снизит цену. В какой-то момент он даже пригрозил переименовать альбом $8.98, что в переводе с английского означает $8.98. Он объявил забастовку, поднял настоящую кампанию в прессе, и жадным боссам с лейбла пришлось отступить. А сама битва послужила источником вдохновения для других артистов, которые в последующие годы боролись за свои права. После этого релиза группу покидает басист, и вакантное место занимает Хоуи Эпштейн. Вместе с новым участником в 1982 году группа выпускает Long After Dark. Пластинка хоть и попала в десятку лучших, но продажи ее быстро упали. На следующей пластинке был сделан упор на южный рок, что принесло результат. Пластинка стала платиновой, а во время работы над альбомом Let Me Up Петти сотрудничал с Бобом Диланом. Совместная работа принесла хит Jam and Me, который помог пластинке, вышедшей в 1987 году, стать платиновой. Постепенно Том Петти становился вхож в ряды первых рокеров страны. Он получил приглашение к участию в группе Traveling Wilburys, в которой кроме него состояли Боб Дилан, Рой Орбисон, Джордж Харрисон и Джефф Лин. Для парня из маленького городка это было грандиозным поворотом в карьере. Песни коллектива, в числе которых и End of the Line, стали настоящими хитами эпохи. С 1989 года Том Петти занялся сольным творчеством, а за карьеру выпустил 3 сольных альбома. Первым из них оказалась пластинка Full Moon Fever. Впоследствии Петти сотрудничал с продюсером Риком Рубином и в 1994 году презентовал альбом White Flowers. Третий сольный диск Highway Companion увидел свет только спустя 12 лет. Совместно с Heartbreakers Том оказался в числе первых в рок-направлении, кто начал снимать клипы. В создании видео на песню Into the Great Open участвовал актер Джонни Депп вместе с партнершей Фэй Данауэй. В скандальном ролике на композицию «Последний танец Мэри Джейн» роль трупа исполнила актриса Ким Бессинджер. Поклонники и критики отмечали, что музыка Тома Петти – это симбиоз качества, вдохновения и лирических мотивов. Именно поэтому каждая пластинка, выпускаемая музыкантом лично или в сотворчестве с коллективом, была коммерчески успешной и пользовалась интересом слушателей. Heartbreakers много гастролировали и давали концерты в родной стране и за рубежом. В дискографии Тома Петти имеется даже целый полуконцептуальный альбом, посвященный железным тискам шоу-бизнеса, которые, по мнению исполнителя, душат все живое и естественное в музыке. На альбоме «Последний диджей» Петти в своей безжалостной манере обрушился на музыкальных торговцев и воспел последнего диджея, который говорит то, что хочет говорить, и ставит ту музыку, которую хочет ставить. Злободневности хватало с лихвой,
И на последнем альбоме, который Том успел записать с Heartbreakers, названным многими критиками лучшим рок-альбомом 2014 года, Том оказался одним из немногих, кто все еще использовал традиционную рок-музыку по назначению, для выражения напрямую и без обиняков всего того, что накипело, в сопровождении смачных и увесистых гитарных рифов. В 2007 году Петти неожиданно для всех и прежде всего для бывших коллег по Matt Crutch, гитариста Тома Лидена и барабанщика Рэндала Марша, решает возродить группу своей молодости. Тому не было никаких предпосылок, да и про группу успели крепко забыть, но Петти настоял на своем. «Время разбрасывать камни и время их собирать», гласит старая мудрость. Так и вышло. Уже летом 2007 года Matt Crutch начали репетировать, а весной 2008 вышел дебютный альбом группы. Отвечая на вопросы журналиста и музыканта Уоррена Зейна, Петти в 2008 говорил: «Я не могу понять, почему все прошло так хорошо, но все сработало. Наверное, потому что нас продолжала связывать дружба. Мы были очень взволнованы возможностью снова сыграть вместе и получили невероятное удовольствие. Все было легко и естественно. К тому же я люблю играть на бас-гитаре, и мне нравится играть в группе немного другую роль, чем обычно. Но честно, я понятия не имел, как публика это воспримет. Мы играли концерты, в которых было 95% нового материала, ну и несколько каверов, но никто ни разу не попросил нас сыграть какой-нибудь хит Heartbreakers». 3 песни, которые Петти написал для новой старой группы, можно запросто причислить к его лучшим песням. В одном из клипов группы снялся великий Энтони Хопкинс, не взяв за это ни единого цента. Он послушал песню, прочитал сценарий и сказал: «Я в деле». Впрочем, Петти потом говорил, что все это затевалось из чисто эгоистических соображений и что ему и Heartbreakers нужна была перезагрузка. Но лично я думаю, что это было не более чем милым лукавством. Просто он знал, что где-то там, на юге, живут 2 парней, которым он малость задолжал, и вернулся, чтобы отдать долг сторицей, совершив тем самым поступок, который, как мне думается, не придет в голову 90% населения нашей планеты. После этого Том возвращается к своим Heartbreakers. В 2017-м группа дала большой гастрольный тур по США, отмечая 40 лет с момента выхода первого альбома. Тому Петти на тот момент было 66 лет. Он не утратил способность создавать на сцене и в зрительном зале удивительную атмосферу старого доброго рок-н-ролла. Петти был в числе музыкантов, критиковавших обстановку в шоу-бизнесе, касающуюся рок-музыки. Певец неоднократно отмечал, что кризис, наметившийся в этом жанре, связан с коммерческой составляющей, которая имеет все большую власть в сравнении с ценностью таланта. Артист описывал сложности во взаимоотношениях с радиостанциями, уверяя, что причинами проблемы стала коммерциализация и отсутствие независимых каналов вещания. Биография рокера связана с любовными переживаниями, которые так или иначе оставляют след в музыкальном творчестве и приносят вдохновение. Том Петти дважды был женат. Развод с первой супругой Джейн Беньо оказался сложным испытанием для артиста. Коллеги и друзья боялись, что вокалист начнет искать утешение в алкоголе и запрещенных препаратах, но Петти оказался выше этого.
Он уехал в провинцию и пережил трудную жизненную ситуацию наедине с собой и с собственными чувствами. Результатом его раздумий стала лирическая пластинка «Эко». Любопытно, в то время как автор называл композиции с этого альбома мрачными, публика считала их жизнеутверждающими. Спустя некоторое время у Пэтти появилась новая жена Дана Йорк. Том воспрянул духом и считал себя счастливым человеком. Его музыка по-прежнему была востребована, семья состоялась, а творчество приносило удовольствие. К сожалению, Том Пэтти скончался в возрасте 66 лет. Смерть застала его 2 октября 2017 года. Близкие нашли музыканта на последнем издыхании в доме в Малибу. Артиста доставили в госпиталь, где врачи попытались сохранить ему жизнь. Но это оказалось невозможным. Аппараты жизнеобеспечения с трудом поддерживали жизнь рокера, и было принято решение отключить их. Музыкант умер в кругу родных. К сожалению, Том Пэтти так и не успел приехать в Россию, и, возможно, вряд ли бы приехал. В этом есть своя правда. Здесь у него не так уж много поклонников, но это отнюдь не означает, что музыка Пэтти не переводится с американского на русский. Ведь для того, чтобы оценить яркую мелодику, рок-н-ролльный драйв и глубокую эмоциональность лучших песен Тома, совершенно не обязательно знать английский. Тем более, что и сам Пэтти всю свою жизнь верил в то, что для настоящей музыки не существует ни границ, ни языков, ни расстояний. Музыка – это, возможно, единственный настоящий вид волшебства, который я обнаружил в своей жизни. В ней нет никакого подвоха, она чистая и настоящая. Она трогает, она исцеляет, она общается и делает невероятные вещи, говорил Том Пэтти.